Здравствуйте. В эфире Civilnet, программа «Линия соприкосновения», актуальная тема, которая регулярно транслируется на каналах Press Club TV и Civilnet. Сегодня мы обсудим проблему разблокировки транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, а также дискуссии, которые ведутся вокруг этой темы внутри этих стран. Отмечу, что программа подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. Также просим вас поддержать нас лайками и комментариями, а также поделиться этим видео на ваших социальных сетях, на ваших страницах в социальных сетях. Если вы цените независимую журналистику, приглашаем вас присоединиться к сообществу доноров Civilnet, сделав пожертвование на нашем сайте. А также благодарим всех, кто уже оказал нам поддержку. Начинаем программу. Итак, наши гости, политолог Илгар Велизаде из Баку. Приветствую вас, господин Велизаде. Здравствуйте, здравствуйте. Эксперт по логистическим вопросам Гагик Агаджанян из Еревана. Приветствую вас, господин Агаджанян. Здравствуйте. Спасибо, коллеги, что подключились. Итак, тема транспортных коммуникаций. Эта тема обсуждается с завершения Второй Карабахской войны 2020 года, но пока стороны нельзя... Вот по другим трекам, по трекам там делимитации, демаркации границы, по трекам, касающимся дискуссии или переговоры по заключению мирного договора, определенные подвижки есть. А вот по этой теме подвижек в переговорном, собственно, процессе нету. Как вы думаете, почему и придают ли стороны этому вопросу такое большое значение, как, например, там, делимитация демаркации и заключение мирного договора? Господин Велизаде, вам слово. Да, прежде всего, хотел бы снова поблагодарить вас за приглашение поучаствовать в этой дискуссии. Если помните, Аршалыч, мы как-то участвовали в этой дискуссии, как раз с вашим модераторством, как раз-таки по этой теме. Да, но тема на самом деле, что вот это было, по-моему, если не ошибаюсь, пару лет назад, может быть, где-то там плюс-минус, и с тех пор, в общем-то, серьезных изменений не произошло именно в динамике решения этой проблемы. Это говорит о том, что серьезные проблемы, серьезные разночтения в подходах продолжают оставаться, и стороны, скорее всего, демонстрируют разность видения этой ситуации. Часто можно увидеть различные мнения и предположения относительно вот этого процесса, как он происходит, и что для меня обращает внимание на себя, что часто выпадает из контекста то, что эта тема является частью постконфликтной повестки. То есть она выходит, то есть генезис ее как раз-таки заключается в решении конфликтных или постконфликтных вопросов. Да? Она не сама по себе, она часть вот этой повестки. И в этом контексте мы должны к этой теме подходить. Это не просто разблокирование, то есть реализация технических мер, связанных с разблокированием коммуникации. Вот КПП строится, различные там, инфраструктура сегодня перестраивается, но все-таки есть еще конфликт, да, вот, или постконфликтный вот этот период, он не завершен. Это все происходит в рамках этого постконфликтного периода. Поэтому, наверное, обсуждение этой темы в той или иной степени тесно связано с обсуждением в целом постконфликтной динамики и других вопросов, сопряженных вопросов. Что касается конкретно вопросов, связанных с разблокированием, то позиции сторон определены, они озвучены. И в позициях сторон такой серьезной динамики тоже не наблюдается. Вот буквально несколько дней назад премьер-министр Армении выступил со статьей, как раз-таки непосредственно касающейся темы разблокировки. Он тоже говорил о том, что в 2022 году они какие-то предложения, армянская сторона делала предложения. Ну, посмотрите, с 2022 года, сейчас 2025 год, фактически вот эта динамика, она стоит на месте. Кстати говоря, в этот же период проводились до этого, это, по-моему, с 21-го вплоть до 22-го года, достаточно активные обсуждения в рамках трехсторонней комиссии по разблокированию. Мы сегодня не видим
работы этой комиссии, как, впрочем, мы не видим работы даже двусторонних каких-то структур, которые связаны с разблокированием. То есть я сейчас о чем говорю? Я говорю о характере этого процесса, да, не вдаваясь в какие-то сложные политические вопросы. Возможно, в ходе дискуссии мы их тоже затронем, но сейчас я просто обрисовываю, что сейчас мы имеем. И мне кажется, что при такой разности подходов, ну, скажем, в самом ближайшем времени ожидать радикальных решений по этой теме вряд ли стоит. Хорошо, понял. Спасибо, господин Велизаде. Господин Агаджанян, вам слово. Почему этот вопрос так сильно застопаривается, можно сказать, разрешение этого вопроса? И вопрос политический, упирается в политику, политическую волю, экономические факторы мешают или отсутствие четкого формата переговоров на эту тему? Спасибо за приглашение, воспользуюсь, скажу. И в первую очередь я не могу не согласиться с моим коллегой, то, что здесь много факторов, в том числе и политического, мы видим, и без учета тех реалий, которые сегодня сложились в нашем регионе, складывается и продолжает этот процесс, да, говорить о каких-то коммуникациях или разблокировке коммуникаций, наверное, было бы преждевременным, и не только преждевременным, но и в некоторых случаях даже запоздалым, смотря с какой точки зрения на этот вопрос посмотреть. Конечно, я согласен с выступлением премьер-министра, где однозначно говорится, что очень большое значение в этом имеет еще и психологический фактор, недоверие друг к другу. Но я думаю, что сегодня наша дискуссия должна основываться не на политических факторах, а на том, что мы, как независимые эксперты, должны говорить о том, что является объективным фактором для разблокировки дорог. Потому что наши политические лидеры, естественно, как и все те участники, которые включены в эти процессы, да, потому что даже Турция имеет в этом какое-то отношение, и Иран имеет, и Россия имеет. Каждая сторона максимально старается из этих коммуникационных вопросов максимально вытянуть в свою сторону более выгодную позицию. То есть максимально получить для себя и минимально оставить другой стороне. То есть каждый процесс. Здесь речь не идет об Армении и Азербайджане только. То есть все участники, которые так или иначе имеют отношение к этим процессам. И вот в этом случае, вот, когда мы сталкиваемся с этой ситуацией, естественно, процесс максимально затрудняется. Но я думаю, что сегодняшняя наша дискуссия должна основываться не на тех политических выгодах, которые каждая из этих стран, каждая из этих сторон старается для себя получить, а мы должны найти те объективные причины или объективные возможности, которые дадут нам, так будем говорить, возможность, да, вот эта объективность, которая даст возможность показать, какие именно коммуникации могут быть разблокированы, что именно можно сделать, более конкретно, более материальное, более ощутимое, чтобы показать политическим лидерам, что дело не только в политике, но и чисто экономике, чисто коммуникациях, региональной безопасности. В конечном счете все мы прекрасно понимаем, чем больше страны взаимосвязаны, тем меньше вероятность конфликтов. То есть, когда страны имеют взаимные интересы, там уже надо серьезно задумываться, насколько это выгодно конфликтовать. Сегодня я не могу не согласиться, что ни одна коммуникация, которая проходит из Армении в Азербайджан или наоборот из Азербайджана в Армению, будь это газопровод или электросети или, я не знаю, какие-то другие, тут железная дорога, все эти коммуникации, конечно, заблокированы и закрыты. Необходимо делать первый шаг. Необходимо найти то самое слабое или самое серьезное звено, которое может быть задействовано, исходя из интересов хоть локальных. Потому что понятно, красиво говорить, давайте все разблокируем одновременно и так далее. Так не бывает. Я как-то говорил, маленькие свершения лучше, чем большие, но неосуществляемые планы. Это на одной из египетских пирамид такая надпись.
Давайте найдем то звено, которое можно сегодня задействовать и получить от этого уже эффект. И шаг за шагом идти в этом направлении. Конечно, тут политики всегда будут мешать, но мы, как независимые эксперты, должны именно из этого интереса исходить, именно из этой позиции. В этом случае, может быть, у нас что-то и получится. Хорошо, спасибо. Сейчас будет более конкретно поговорим о направлениях и так далее. Мы знаем, что есть 2-3 направления, касающиеся вот именно железной дороги и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном. Это условно северное направление, то есть это Тавуш или со стороны Азербайджана Товуз, вот это направление. И это южное направление, это Сюник или западные регионы Азербайджана, которые через Сюник. И это данная железная дорога, коммуникация существовала еще во времена Советского Союза. И та тоже существовала во времена Советского Союза. И они как-то взаимодействовали между собой и обеспечили связь также Азербайджана с Нахичеваном. В этой связи и также железная дорога, которая выходила из Армении в Нахичеван. В этой связи скажите, пожалуйста, наиболее рационально, если подходить к вопросу, снимая все политические, как можно, идеологические факторы, да, как эксперты, наиболее рациональный и наиболее эффективно с экономической точки зрения, какое направление было бы правильнее задействовать и вкладывать туда ресурсы? Господин Велизаде. С вашего позволения, поскольку мы переходим уже в плоскость практических обсуждений, я бы несколько расширил нашу, скажем, географию, да, даже историю, географию. Вот посмотрите, вы совершенно верно отметили, что вся эта инфраструктура была сформирована в советский период, ну, до конфликта, и достаточно эффективно на тот период действовала. И что интересно, это очень важно отметить, что эта инфраструктура была частью советской инфраструктуры, будем так говорить, да, которая обслуживала интересы Советского Союза, да, будем говорить, вот в этом регионе. Были межгосударственные, вернее, тогда межреспубликанские связи, были какие-то региональные связи, но и были и другие связи, допустим, Советского Союза с сопредельными государствами, с Турцией и Ираном. Да, вот, и эти коммуникации в том числе являлись частью вот этой самой, скажем, геополитики или же геоэкономики того периода. Да? И, естественно, произошел конфликт. Сейчас они не работают, но посмотрите, сейчас уже другая геополитика, другая геоэкономика. Я очень надеюсь, что мой армянский коллега поддержит это, потому что мы не можем рассматривать наши коммуникации вне, значит, вот этой геоэкономики, вне тех проектов крупных, которые реализовываются в нашей географии. Это прежде всего, так будем условно их называть, это Восток-Запад и Север-Юг. Да, там целый ряд набор коммуникаций, которые включены в эти концепции, транспортные концепции. И мы находимся вот прямо на пересечении вот, уже новых вот этих формирующихся или уже частично сформированных вот этих маршрутов. И север-юг, и восток-запад. И в этом смысле, конечно, роль и значение нашего региона, в целом региона, возрастает. Мы сейчас говорим, я так понимаю, о даже 3, скажем, уровнях вот этой самой транспортной связанности или транспортно-логистических схем. Это межстрановой, то есть Азербайджан-Армения, это региональный, имеется в виду Южный Кавказ и сопредельные государства, те транспортные потоки, которые формируются в нашем регионе. Они так или иначе влияют на нашу транспортную инфраструктуру, обеспечивая загруженность и транзитный потенциал. И, естественно, вот эти глобальные север-юг и восток-запад. Middle коридор и, в общем, север-юг. И здесь мы должны, вот наша цель, каждого, конечно, у каждой страны по-своему она ставится, но цель основная – вписаться в эти проекты и извлечь из этого максимальную выгоду. Когда мы говорим о разблокировке коммуникации между странами, мы должны преследовать как раз-таки эти цели, еще больше повысить транзитный потенциал наших стран и интегрироваться в эти мегапроекты, которые сегодня здесь реализовываются. Сейчас эта интеграция, она есть как параллельно идется.
Но по мере решения вопроса, связанного с разблокированием коммуникации, она должна решаться в комплексе. Теперь что мы видим на примере тех, скажем, локаций, которые вы обозначили? Это, значит, севера, вот, скажем, если брать со стороны Армении, это северо-восток Армении и юг Армении, если брать со стороны Азербайджана, северо-запад Азербайджанской республики и вот юго-западное направление. Здесь мы видим, кстати говоря, еще есть такой очень, ну, это, скорее всего, в довесок, будем так говорить, промежутки. Есть тоже коммуникации, которые ранее работали, это локального характера коммуникации, но тоже достаточно важную роль по тем временам играли. О них тоже не следует забывать. Вот, допустим, есть такая коммуникация, это, значит, автомобильная дорога Нахчыван-Евлах, она как раз-таки проходила через территорию, вот Биченегский перевал на севере Нахчывана, потом переходила на сторону Армении, потом в Лачин и, значит, через Гуйрус, потом в Лачин и так далее. То есть вот это такая коммуникация, она очень важное значение играет вот именно в межстрановых, значит, распределение межстрановых транспортных вот этих артерий. И да, мне кажется, что здесь вопрос первостепенности, второстепенности. Конечно, вот эта дорога, которая проходит через, значит, Зангезур, она является стратегически важной с точки зрения вот этих мегапроектов север-юг, восток-запад. Она очень хорошо вписывается вот в эту схему. Та дорога, которая идет, значит, которая идет со стороны Товуза, Тавуша, как в сторону Еревана, Казах-Ереван дорога, да, она тоже важная, но в значительной степени и больше важности имеет с точки зрения региональных коммуникаций внутри Южного Кавказа. Мне кажется, что в любом случае нужно разблокировать, если мы говорим о разблокировке в комплексе. Да, как бы все эти коммуникации должны действовать как единое целое. Как это технически, опять же, если сейчас, ну, как бы мы ни старались обходить политические вопросы, есть политика здесь, сами прекрасно понимаете. Но вот если брать чисто техническую сторону этого вопроса, чисто техническую, то есть транспортно-логистическую сторону этого вопроса, то это одна система. Как бы часть системы будет задействована, другая часть не будет задействована, как-то так не очень понятно. Да? Наверное, желательно говорить о комплексе. Для каждого направления существуют свои приоритеты, конечно, в том числе и политические приоритеты. Но это другой вопрос. Но с точки зрения чисто транспортной составляющей или экономической составляющей, мне кажется, что следует говорить о комплексности такой. И, кстати говоря, вот в рамках предыдущих обсуждений стороны, я так понимаю, ставили именно таким образом вопрос, обсуждали все коммуникации в целом, да, разблокировку как таковую, а не по сегментам. Вот так, примерно так. Хорошо, господин Велизаде, спасибо. Господин Агаджанян, вам слово. Какое направление быстрее или, наверное, выгоднее всего разблокировать? Или все в комплексе нужно делать? Значит, у меня такое впечатление, что говорил премьер-министр Армении. Я приветствую, конечно, ваши слова, где вы четко обозначили, что да, конечно, желательно и очень хорошо, и вообще тема касается разблокировки всех дорог и всех коммуникаций. Конечно, это можно приветствовать. Но я считаю, что технически сегодня ни армянская сторона, ни азербайджанская сторона, тем более игроки другие, которые здесь присутствуют, не готовы к этому. Да и технически это очень сложно. Я не напрасно говорил, что считаю возможным поэтапное решение вопросов. Я внимательно слежу за выступлениями и азербайджанских наших коллег по вопросе коммуникации. И однозначно у меня складывается впечатление, что акцент делается исключительно на Зангезурскую дорогу, как коллеги называют Зангезурский коридор. Я не считаю, что это самый легкий и самый оптимальный вариант. Я считаю, что сегодня для Азербайджана
как бы ни странно ни звучало, я сегодня говорю из интересов Азербайджана в первую очередь, что мой коллега говорил как премьер-министр Армении. Я считаю, что сегодня для Азербайджана важнее сделать первый шаг. У Азербайджана Нахичеван территория, которая может стать региональным хабом. Территория, через которую соединяются коммуникации Азербайджана с Арменией, Азербайджана, с Ираном, Азербайджана, с Турцией, Грузией, с Нахичеваном и с Ираном и так далее. То есть все коммуникации, очень значительная часть коммуникаций проходит через Нахичеван. Поэтому на этом этапе проще всего было бы всего лишь 2 недели. Политическая воля и 2 недели. Запустить железную дорогу в тот же Нахичеван со стороны Армении. Что это дает? Нахичевану дает возможность выйти в мир. Я понимаю, для Нахичевана, имеющего население 450 тысяч, имея коммуникации с Ираном, железнодорожную, автомобильную, имея автомобильную коммуникацию с Турцией, это вполне достаточно для того, чтобы страна работала, да, или республика действовала. Но коммуникация с выходом на Черное море, та же коммуникация, которой сегодня пользуется Армения. Буквально та же самая. Притом, те залежи материальных средств, которые имеет Нахичеван, тот же мрамор, тот же гипс, если я не ошибаюсь, там еще многие товары, которые подлежат экспорту, они не сохраняют, они не должны оставаться в Нахичеване, им это не нужно просто. Это экспортные товары, которые подлежат вывозу. И мы даем эти коммуникации. Сегодня Нахичеван, я непосредственно имел участие в процессе транспортировки контейнеров из Поти в Нахичеван. Каждый контейнер обходился в пределах 4-4,5 тысяч долларов из грузинских портов. В то время, когда эта железная дорога, которая сегодня есть, она действует. До Ерасха, практически до границы с Нахичеваном, она сегодня есть, и она может быть задействована. И эти расходы, вместо того, чтобы тратить 4,5 тысячи, можно за полцены доставить эти грузы в Нахичеван. Притом, рядом с Нахичеваном находится, поблизости самый крупнейший контейнерный хаб на Кавказе, после грузинских портов. В Ереване самый крупнейший контейнерный хаб, который можно использовать тот же Нахичеван. То есть этот шаг, первый шаг, он должен быть самым безболезненным и легким. И эффект которого сразу будет проявлен. И вот после этого можно будет говорить и показывать и общественности, и всему миру, что есть возможность как совместной работы. То есть здесь мы говорим о том, что мы имеем возможность и политическую волю все это запустить и показать, что мы можем сотрудничать. Так будет разговоры. 3 года мы говорим и еще будем говорить долго. А в этом случае мы можем показать и друг другу, и другим странам, что мы можем что-то сделать. Притом, железная дорога от Еревана, последней станции в Армении, до Нахичевана, до первой станции, по-моему, там Садарак или Шару, там всего 600 метров дороги. Восстановить 600 метров его можно за 2 недели. Это блестяще показала железная дорога Армении, Южно-Кавказская железная дорога во время наводнения. Там у нас 2 километра железной дороги было восстановлено, полностью оно было уничтожено. Восстановлено было за 20 дней. Что теперь? И притом это горная местность была. Река, горы. Здесь Араратская долина, это равнинная местность. Восстановить эту дорогу – это 2 недели максимум срока. Более того, мы говорили еще и о психологическом факторе. Да, он есть. Но в этом случае есть еще один плюс. Армянская железная дорога находится в концессионном управлении у России, у российской железной дороги. Управление железной дорогой осуществляет российская сторона. То есть русские могут просто напрямую работать с азербайджанской, с нахичеванской стороной. То есть здесь очень много факторов. Вы понимаете, мы можем часами об этом говорить.
по каждой позиции в отдельности, что приемлемо, что менее приемлемо, что легче, что менее затратно или более затратно. Да, конечно, Зангезурская дорога – это глобальная дорога, я согласен с коллегой. Это не просто региональная дорога, это коммуникация, в которой заинтересована как Европа, так и Китай. Представляете, и этот маленький участок, он сегодня является стопором всего этого. Но для того, чтобы туда вкладывать, нужно иметь еще уверенность, что на этом ничего не остановится. Где уверенность? То есть мы должны в первую очередь, по-моему, преодолеть психологический фактор. То есть взаимное доверие. И после этого, потому что реально экономика Армении от этого Зангезурского участка ничего не получает. Эти расчеты неоднократно велись многими международными организациями, чисто как фактор, через территорию которого проходит, через Армению. Естественно, он есть. С этим нельзя тоже не считаться. Поэтому я считаю, что нам надо идти поэтапно, и в первую очередь это Нахичеван. Я думаю, что в первую очередь в этом выиграет Нахичеван, а потом все остальные участники этого процесса. Хорошо, спасибо. Господин Агаджанян, как всегда, с ним периодически делаем интервью. Он вот за пошаговое решение вопросов, и, наверное, нужно в этом направлении задуматься. Господин Велизаде, что в Азербайджане думают на этот счет? Как относится вот в пошаговое решение проблемы? Да, ну вот господин Агаджанян обозначил, в принципе, видение, которое, ну, скажем так, армянская сторона демонстрирует в этом вопросе. И я хотел бы, с вашего позволения, несколько уточнить, значит, то, что я имел в виду, когда говорил о том, что мы должны разблокировать все коммуникации. Вы понимаете как? Азербайджанская сторона видит вопрос следующим образом. Разблокируем Зангезур, разблокируются все коммуникации. Вот с этой позиции мы и выступаем. Как бы, если брать эту позицию, эту точку зрения, то посмотрите, решается решением самого важного узлового транспортного вопроса нашего региона. Мы решаем сопутствующие вопросы, касающиеся разблокирования всех коммуникаций. И таким образом бенефициаром от этого процесса становится Армения. Потому что Армения становится в данном случае, вот есть расчеты, как говорит господин Агаджанян, относительно вот этого участка, Зангезурского коридора, этого небольшого участка. Но не учитывается, что именно разблокирование этого участка приведет к разблокированию всей системы коммуникации, которые связывают Армению с Турцией, с Азербайджаном, и это бенефиция совершенно определенная. Да, вот мы так выступаем с таким подходом, с таким предложением. Ну, вряд ли премьер-министр Пашинян соглашается с этим подходом, да, у него другое видение. Но так или иначе, сегодня мы говорим... отличились в этом плане. Да, здесь мы расходимся. Да. Что касается, значит, вообще, вот, скажем, вот этого процесса, давайте предположим, что, значит, ну, мне кажется, что ставится вопрос о том, что нужно разблокировать все коммуникации. Я, опять же, об этом постоянно говорю. Почему? Потому что и в предыдущий период, во время обсуждений в рамках трехсторонней комиссии, именно таким образом ставился вопрос, потому что стороны обсуждали все аспекты проблематики разблокировки сообщений, включая, ну, азербайджанская сторона настаивала, я так понимаю, мне кажется все-таки, что и российская сторона выступала в качестве интересанта в разблокировке прежде всего именно Зангезурского участка. Почему? Потому что у них есть свои интересы. Вот Южно-Кавказская железная дорога, оператор, она, естественно, таким образом получала бы такое непрерывное железнодорожное плечо сообщений с Россией и выступала бы оператором в реализации грузоперевозок в более масштабном,
значит, масштабной географии, чем то, что они делают сейчас. Сейчас они в основном занимаются перевозками грузов в грузинском направлении. А вот таким образом, если будет разблокировка, у них есть чисто экономический интерес, конечно. Они были бы операторами в реализации вот большего проекта, и здесь у них есть свои интересы. Естественно, есть интересы и у других стран, у Азербайджана, у Турции. Что сейчас происходит? Мне кажется, что, понимаете, есть задача использовать по максимуму транспортные коммуникации в регионе. Да, между Азербайджаном и Арменией транспортные коммуникации не действуют, они не, скажем, не интегрированы. Но у Азербайджана есть хорошая интеграция с, значит, системой автомобильных и железных дорог, с Грузией, с Ираном, с Россией. И вот есть через Иран мы сейчас реализуем проект строительства вот такого южного участка этого коридора. Со стороны Турции также идут работы по строительству железной дороги Карс-Игдыр-Нахчеван. Она закольцовывает железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Вот как бы вот такое кольцо получается. И в случае, если эта вся инфраструктура будет выстроена, конечно, очень сложно будет конкурировать Армении в сложившейся ситуации. Конечно, здесь есть свои особенности, да, но так или иначе, вот если вот эта вся инфраструктура, сеть будет выстроена, то мы говорим о том, что насколько будет тогда интересно, по крайней мере, Азербайджану или той же Турции педалировать вопрос, связанный с разблокировкой коммуникаций именно в армянском направлении. Но пока этого нет, пока еще эта инфраструктура строится. Вот я вам просто как цифры, данные приведу, чтобы вот вы примерно представляли, какие работы сейчас реализовываются в иранском направлении. Там предусмотрено строительство двух, значит, автомобильных мостов и двух железных дорожных мостов. Дальше идет эта самая коммуникация, это и автомобильная дорога, и железная дорога. Но ее чисто технической стороны минус, она проигрывает армянскому вот этому участку, да, коридора, тем, что она оказывается длиннее. Она длиннее, это крюк, да, получается, лишний крюк. И, естественно, это и потеря времени, там другие условия перевозок и так далее. С армянским вот этим участком, тот, который пройдет через Зангезур, сквозным участком, вот этот участок, он повышает эффективность всей коммуникации, значительно повышает эффективность всей коммуникации. Так что мне кажется, что есть экономическое обоснование для того, чтобы этот участок, значит, заработал. С другой стороны, когда мы говорим о разблокировке коммуникаций, конечно, мы имеем в виду, что после того, как этот участок заработает, естественно, откроются и коммуникации через Нахчеван в сторону Армении, значит, через Ереван в Гюмри, а там из Гюмри в Карс. То есть, посмотрите, в этом случае может в значительной степени измениться и транспортная география. Да? Та география, которая сегодня формируется в нашем регионе, она в значительной степени будет подкорректирована вот этими действиями, вот этими шагами. Да? И для этого есть пока еще есть время. Как мы распорядимся этим временем, вот покажет ближайшие годы, наверное. Но очень хотелось бы, чтобы, значит, все-таки этот процесс в этом направлении пошел бы. И здесь, кстати говоря, вот часто говорится о, значит, программ-пункте, который открыл очень, значит, серьезно усовершенствован с армянской стороны. Да, это Магара, по-моему, называется. Маркара, да, со стороны Турции. То есть в сторону Турции. В сторону Турции, да. То есть вот инфраструктура, в принципе, она соответствует тем стандартам, которые сегодня необходимы для реализации таких больших транспортных потоков, для осваивания этих транспортных потоков. Но для того, чтобы, опять же, чтобы она заработала в такой полной мере, конечно, желательно, вот, скажем, упредить какие-то шаги и, в общем-то, активно стараться, скажем так,
находить политические решения. Опять же, к сожалению, к счастью, к сожалению, без политических решений в данном случае уж никак не обойтись. Да. Ну, когда есть этнополитические конфликты довольно длительной истории, конечно, здесь без политических и геополитических факторов в том числе не обойтись. Я, с вашего позволения, очень коротко ремаркой просто скажу, что почему я все время говорю о том, что именно политическая подоплека давлеет над этой ситуацией. Ну, посмотрите, мы решали и решаем какие-то транспортные проблемы с Грузией, с Ираном, с Россией. Ну, у нас не было конфликта, поэтому они иначе, в другой плоскости решаются. Да, как бы. Здесь тоже совершенно все понятно. Хорошо, понял. Господин Агаджанян, вы, в том числе премьер-министр, из его статьи это все вытекает, ну, в каком-то плане многое упирается, и вот, я прошу прощения, фактор доверия. Фактор доверия, психологический фактор, как мы будем организовывать проезд по этим КПП, пограничным пунктам. И армянская сторона говорит, что предложила азербайджанской стороне определенные решения, которые, в принципе, взаимовыгодны и для Армении, и для Азербайджана. И, наверное, и ждут от Баку каких-то ответов на этот счет. И здесь важно также отметить, что переговоры по разблокировке транспортных коммуникаций, ровно как и переговоры по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, они выведены за скобки, собственно, переговорного процесса по заключению мирного договора, но нельзя сказать, что они друг на друга не влияют. Конечно же, влияют. Это в целом компоненты одного мирного процесса. Скажите, пожалуйста, как можно в таком случае, вообще в таких случаях, когда существуют такие сложные отношения, длительные периоды конфликтов, как решаются эти вопросы, касающиеся восстановления транспортных коммуникаций? Какие формулы в мире существуют для того, чтобы преодолеть этот психологический барьер? Можно ли там привлекать третью сторону? Не знаю. Как решается это все? Спасибо. Ну, во-первых, уважаемый Ильгар, я с вами согласен. Я не спорю о том, что, конечно, желательно все коммуникации, чтобы действовали. Я в это просто не верю. Это желание, это хорошее желание, это хорошая мысль, но вот субъективно, но сегодня единовременно открытие всех коммуникаций, к этому никто не готов и никто не в состоянии его осуществить. Поэтому поэтапное решение – это мое видение. Можете согласиться, можете нет. Вы сказали свое. Что касается роли и значения Зангезура, фактически вы сейчас подтвердили, что условием открытия коммуникации является условие открытия Зангезура. То есть вы нам открываете Зангезур, потом мы будем говорить о другом. Нет, это нереалистично. То есть если мы говорим об открытии, мы должны говорить об открытии таких коммуникаций, которые сегодня взаимовыгодны всем сторонам. Армянская сторона на данном этапе, я считаю, что в открытии Зангезурского коридора не особенно заинтересована. Тем более, что господин Караев Исмаилоглу, министр транспорта Турции, еще в 2001 году сделал заявление, что после того, как откроется Зангезурский коридор, то, что вы еще указали только что, Карс, Нахичеван, железная дорога будет запущена, ну, по крайней мере, будет построена. Вот здесь уже возникает вопрос. Зачем параллельно строить Карс железную дорогу в Нахичеван, когда из Нахичевана эта дорога в Карс и так уходит, но через Армению. То есть, получается, давайте вот этот участок Зангезурского коридора и обходную дорогу из Нахичевана в Турцию мы сами построим уже без вас. Где интерес в Армении? Это раз, когда мы уже говорим, что региональных интересов. Здесь интересы Армении абсолютно игнорируются. То есть турецкая сторона готова построить 200 километров, потратить огромные деньги, лишь бы обойти эту дорогу. Кольцо, о котором вы упомянули, оно и сегодня есть.
из Грузии эта железная дорога заходит в Карс. Пожалуйста, из Карса может через Армению, опять через Нахичеван приходить в Нахичеван. Она все равно уходит в третью страну. То есть мы имеем ситуацию, когда каждая сторона, вот здесь вы просто подтвердили, не знаю, сознательно или получилось так, подтвердили, что условия, которые сегодня ставятся перед Арменией, они односторонне выгодны одной стороне. Мы же говорим, давайте находить те точки соприкосновения, где интересы взаимны. В этом случае может у нас что-то получиться. Если мы говорим о невзаимности, а об одностороннем, я считаю, что исключительное открытие Зангезурского коридора и после этого мы будем говорить, это не политически, это нереально. Понимаете, потому что никаких гарантий нет. И я уже возвращаюсь к вопросу, который только что Аршарус задал, потому что нет взаимного доверия. Это один из самых важных факторов. Да, нет взаимного доверия, и поэтому такое решение не может быть на этом этапе. Я считаю так, это мое субъективное. Теперь насчет фактора доверия. Да, конечно, сегодня есть определенные механизмы, которые могут быть запущены в интересах как Армении, так и Азербайджана, так и третьих стран. Сегодня никто не мешает для доставки грузов на Нахичеван грузинским автотранспортом. Грузинский автотранспорт работает в Армении. Турецкий автотранспорт работает в Армении без ограничений. Турецкий автотранспорт может заезжать в тот же Азербайджан через территорию Армении. Вот вы сейчас упомянули Баркару. Это кратчайший и самый оптимальный путь. Если мы говорим о выгодах, да, это кратчайший путь. Это и по времени, и по финансам наилучший вариант. То есть эти варианты, они есть, но мы готовы их использовать. Да, когда будут работать третьи стороны по нашим территориям, тогда уже появятся первые ласточки взаимного доверия. Тогда уже можно будет говорить и о других проектах. Поэтому что мешает сегодня? В Армении вы, не знаю, насколько знаете, зайдите на любой таможенный терминал, по-моему, их 10, около 10 в Ереване только, и вы увидите большое количество турецкого автотранспорта, огромное количество иранского автотранспорта, грузинского автотранспорта, которые сюда заезжают. Они могут работать и на благо своих стран, и на благо Армении с Азербайджаном. Они могут это осуществлять. И здесь уже каких-то психологических моментов, естественно, быть не может. Когда мы увидим, что это работает, может, и потом мы будем делать взаимные шаги. Я считаю, что предложение, чтобы работали на этом этапе третьи стороны, вполне реально. Точно так же, как соглашение между Турцией и Арменией о том, что на первом этапе открытия армяно-турецкой границы ею будут пользоваться граждане третьих стран и дипломаты. То есть граждане третьих стран, потому что на первом этапе это вполне логично. И никто это не оспаривает, и в принципе все соглашаются. То есть мы говорим сегодня, если должно быть какое-то взаимное доверие, оно должно жизниться на тех делах, которые мы сможем вместе сделать, на взаимно выгодных основах. Хорошо, господа. И, наверное, мой последний вопрос. Господин Велизаде, в самом начале своего слова вы упомянули про мегапроекты, которые так или иначе через наш регион должны как-то, то есть пройти через наш регион, как-то быть, эти дороги как-то должны быть запущены и так далее. Север-юг, серединный коридор, пояс-путь и так далее. Почему-то все мегапроекты должны пройти через наш регион. Но все-таки это есть. Это есть, и все-таки с нашим регионом граничат 3
крупнейшие региональные державы, это Иран, Турция и Россия, которые составляют определенный интерес в этом плане, в плане перевозок между собой в том числе. И от этого регион тоже может выиграть логистически, экономически и так далее. Скажите, пожалуйста, вот эти мегапроекты, если и когда они будут уже на практике и реально осуществляться? Потому что пока что мы говорим о проектах, в которых неизвестно, будут вкладывать огромные средства или не будут вкладывать огромные средства. Они как-то помогут, убыстрят наши запуск транспортной логистической коммуникации между Арменией и Азербайджаном или нет? Ну, дело в том, что они уже достаточно активно реализовываются на практике и север-юг, и восток-запад. Вот по нашему региону проходит, значит, такая срединная компонента, срединный коридор вот этой мегатранспортной артерии восток-запад. Она состоит из нескольких северный, есть южный, срединный коридор. Вот срединный коридор, он проходит как раз-таки по нашей территории и по территории Азербайджана, по территории Грузии в данном случае, и по территории Южного Кавказа, будем так говорить, если региональный аспект захватывать, то мы видим, что есть серьезный рост грузооборота по этой артерии. Она в свое время, конечно, не могла конкурировать с северной артерией, которая проходит через Россию, но в силу геополитических обстоятельств сегодня происходит перенаправление грузов именно вот по центральному коридору. В этом заинтересованы страны Центральной Азии, в этом заинтересованы страны Восточной Европы, Передней Азии. Поэтому этот коридор действует. Сегодня в нашей географии Азербайджан, в частности Казахстан, вот недавно состоялся визит премьер-министра Казахстана в Азербайджан, и этот вопрос очень серьезно обсуждался, потому что Транскаспийский транспортный маршрут, он является составной частью этого middle коридора, который сегодня работает. Но его пропускную способность необходимо увеличивать, и здесь необходимы дополнительные суда, дополнительные железнодорожная инфраструктура и так далее. И поэтому вот это самое дополнительное плечо, о котором мы говорим, Зангезурский коридор, он является очень важной компонентой вот системы этого маршрута. Но она также очень хорошо вписывается в систему маршрута север-юг. По север-юг я вам скажу, что существует тоже 3 маршрута. Есть западный маршрут, западная ветка, которая проходит через Азербайджан, Россия, Азербайджан, Иран. Это самый короткий путь. Есть, значит, через Каспийское море. Достаточно сложный этот маршрут, потому что Каспийское море мелеет, там есть очень серьезные проблемы, в том числе с грузооборотом. И восточный, он проходит через Казахстан, Туркменистан, дальше в Иран, ну, естественно, связываясь с Россией эти страны и регионы, но он длинный, да, он гораздо более длинный, он проходит по пустынной территории. Но самый короткий как раз-таки этот маршрут. И Россия заинтересована была, в частности Россия, заинтересована была в использовании этого маршрута именно вот в таком западном направлении. Зангезурский коридор почему важен России? Потому что позволяет интегрировать систему железных дорог, которые связывают наш регион с Россией, а также регион Ближнего Востока. Это просто прямой выход на Средиземное море. И вот здесь я господину Агажаняну хотел бы просто не ответить, даже, может быть, где-то добавить, что посмотрите, вот такая обеспокоенность, что, возможно, после того, как инфраструктура будет построена из Карса в Игдыр и Нахчеван, не будет надобности в использовании инфраструктуры, связывающей Гюмри и Карс. Но это не совсем так. Почему? Потому что грузоперевозчиком там выступает Южно-Кавказские железные дороги. Это российская компания, которая будет заинтересована в перенаправлении части своих грузов, которые будут следовать по Зангезурскому коридору, в Турцию именно через Армению. Не через ту железнодорожную инфраструктуру, которая строится между Азербайджаном и Турцией через Нахчеван, а именно через территорию Армении для того, чтобы просто эффективно использовать свои возможности, быть эффективным грузооператором. Так что в любом случае вы как бы в стороне точно не остаетесь. Мы видим, что грузооборот, товарооборот между Россией и Турцией растет, между Россией и странами Восточного Средиземноморья, с
Египтом большие проекты есть, с другими странами, да, поэтому, в частности, по атомной энергии и так далее. Многие компоненты просто легче перевозить именно железнодорожным транспортом. Тоже очень серьезная сегодня сложная логистика. Черное море, мы видим, там конфликты происходят и так далее. И этот самый безопасный маршрут был. Поэтому вот этот компонента Гюмри, Карс для российских железных дорог будет выгодно. Так что все мы в любом случае оказываемся выгодополучателями. Так что если мы вписываемся вот в эту большую географию, для север-юга, конечно, тоже западное направление очень важное и очень короткое, эффективное. Для восток-запада это дает возможность не только Китаю в данном случае, но и странам Центральной Азии выходить на страны на рынке Ближнего Востока, на средиземноморские порты именно через вот этот самый Зангезурский участок. Так что так, как ни крути, он очень выгодный. Правда, сейчас речь идет о том, что предложение запаздывает. Интерес есть, предложение запаздывает. Мы сейчас должны как-то соорганизоваться с предложением, чтобы, в общем-то, вот этим грузоперевозчикам предложить эффективные транспортные схемы, чтобы они их использовали. Ну, с учетом также того, что многие маршруты сейчас перенаправляются из-за разрыва экономических связей России с Западом, эти маршруты имеют потенциал становиться более привлекательными и более практичными в этом плане. Господин Агаджанян, вам слово, как большие логистические проекты могут форсировать или убыстрить реализацию региональных проектов, касающихся Армении и Азербайджана? Прежде всего, я согласен с тем, что на данном этапе грузопотоки переориентируются уже на юг, то есть Россия потеряла ту значимость, которую имела, мы знаем по каким причинам, и это ситуация, когда страны Южного Кавказа максимально стараются использовать вот эту ситуацию в своих интересах. Это вполне логично и вполне объяснимо. Я внимательно слушал и господина Набиева, министра связи и технологий, по-моему, Азербайджана, когда он выступал в Тбилиси именно по вопросу Среднего коридора, о чем вы упомянули. Это был 4-й форум, который проходил в Тбилиси, и я услышал те огромные работы, которые Азербайджан осуществляет с целью переориентации этих грузов через свою территорию. Это инвестиции, которые Азербайджан делает в Бакинский порт, это и связано и с паромами, и в обновлении железнодорожных путей в сторону Грузии. И естественно, что те потоки, которые могут теоретически идти через наш регион, они нуждаются в таких коммуникациях. Я скажу больше. Эти потоки одним Азербайджаном или одной Грузией справиться практически будет очень сложно. И я не могу сказать, что невозможно, будет достаточно сложно. Конечно, участие Армении в этих проектах будет иметь региональное и не только региональное значение. И коммуникация, о котором говорят о как новом шелковом пути, оно может быть задействовано в большей мере с участием Армении, чем без участия Армении. И в этом плане, да, Зангезурский участок имеет определенную роль и определенное значение. Но опять-таки мы упираемся в вопрос, что от этого непосредственно Армения будет иметь в выгоде. Говорит, что так как армянская железная дорога управляется на 25 лет отдана в концессию российской железной дороги, и эти грузы будут идти исключительно через Армению, потому что тут россияне заинтересованы. Я думаю, что это не совсем точное высказывание, потому что определять маршрут будет грузовладелец, а грузовладельцу нечем, не за что еще третью страну
Армению снова вводить в Армению и выводить и так далее. Тут очень спорный вопрос, конечно, тут надо посчитать. Я, как человек, который уже 35 лет занимается этим, однозначно скажу, что при альтернативной дороге для параллельной идущей, на которой будут потрачены миллионы и миллионы и сотни миллионов, конечно, будут направлены на оккупацию этой дороги. Поэтому грузы, то, что уйдут из Нахичевана в Турцию, у меня сомнений нет. Однозначно, они снова в Армению и для перехода через Гюмри маловероятно. Но опять-таки, конечно, этот участок железной дороги имеет не только региональное, но и международное значение. Я с этим согласен. Но для того, чтобы эта дорога работала, мы должны запустить все коммуникации или часть коммуникаций, после которого, я считаю, можно будет говорить о Зангездурском участке железной дороги. Автомобильную мы сегодня проблем не видим. Речь идет, конечно, о железной дороге. Вы совершенно правы. Сегодня такие игроки региона, как Россия с Турцией, связываются, имеющие такую огромную экономику через Черное море паромами. Это очень сложно. Автотранспортом или через Грузию автотранспортом тоже очень сложно. Все-таки это и Северный Кавказ, это Кавказский хребет и так далее. Конечно, железная дорога, если она будет запущена через Зангезур, это кратчайший, самый экономичный вариант связи Турции с Российской Федерацией. Да, это мы не отрицаем, это очевидно, но интерес Армении здесь должен быть гарантирован и заложен. Я вот этого интереса пока не вижу. Поэтому и моя позиция более осторожная в этом. Хорошо. Спасибо вам большое, господа, за участие в программе и за ваш анализ. Я напомню, что это была программа «Линия соприкосновения. Актуальная тема», в которой приняли участие политолог Ильгар Велизаде из Баку и эксперт по логистическим вопросам Гагик Агаджанян из Еревана. И программа была подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. Спасибо вам большое. До новых встреч.